В данном видео мы поговорим о закрытии в Беларуси наземных границ, а также о новых ограничениях, которые вступают в силу с 21 декабря 2020 года. Как известно, с 1 ноября Республика Беларусь закрыла наземную границу на въезд для иностранцев в целях предотвращения распространения COVID-19. Это значит, что иностранцы не могут въехать в Беларусь на автомобиле, поезде или автобусе. Но это ограничение не распространяется на иностранцев с дипломатическими или служебными паспортами, водителей международников, экипажей различных судов, водных, воздушных, железнодорожных и других, иностранцев, которые являются супругами, родителями или детьми граждан Беларуси, иностранцев, едущих в Беларусь по извещению о тяжелой болезни или о смерти близкого родственника, граждан России, следующих транзитом через Беларусь в Россию. Ну и из важного, данное ограничение не действует в отношении иностранцев, которые имеют право на постоянное или временное проживание на территории Беларуси, и иностранцев, имеющих разрешение на работу или подтверждающие документы на осуществление трудовой деятельности на территории Беларуси. К примеру, таким документом является трудовой договор. На иностранцев, которые прилетели в Беларусь через национальный аэропорт Минск, также не распространяется данное ограничение. И важно помнить, что граждане Беларуси, иностранцы, которые являются супругами, родителями или детьми белорусов, а также иностранцы, у которых есть право на постоянное или временное проживание на территории Беларуси, в течение 10 календарных дней со дня въезда должны находиться в самоизоляции и не смогут выехать через границу до тех пор, пока не истечет этот 10-дневный срок. Это то, что касалось выезда с Беларуси. Но с 21 декабря 2020 года в Беларуси закрываются наземные границы и на выезд, как для своих граждан, так и иностранцев, у которых есть разрешение на временное или постоянное проживание. То есть пересечь границу на автомобиле, поезде или автобусе для выезда из страны будет невозможно. Таким образом, ограничения будут касаться не только белорусов, но и тех иностранцев, которые имеют разрешение на временное проживание и вид на жительство. Но данные ограничения не действуют для лиц с дипломатическими и служебными паспортами, официальных делегаций, водителей международников, экипажей воздушных и морских судов, граждан и иностранцев, направляющихся в командировки. Также разрешено будет выезжать белорусам по извещению о тяжелой болезни или о смерти близкого родственника для получения медицинской помощи, с видом на жительство в иностранном государстве, работающем на территории иностранного государства, а также для получения образования в иностранном государстве. Выезд на работу, учебу, а также имеющим вид на жительство в другой стране будет разрешен не чаще одного раза в течение 6 месяцев. Но и тут, конечно, стоит отметить, что вылетать самолетом разрешено всем категориям граждан без каких-либо ограничений. Надеюсь, данная информация будет полезна для вас. До встречи в новых видео.